Только Blizzard закрыли тестирование 2 рейдов «Сердце страха» и «Терраса вечной весны», как уже успели выкатить новые изменения в классах и спеках. Спойлер, некоторых сильно чикнули. Мы внесли дополнительные изменения на основе данных, собранных во время рейд-тестов. Напоминаем, что эти изменения могут быть изменены в будущем. Изменения касаются только ПВЕ и не оказывают никакого влияния на арены и поля сражений. Изменения под каждым названием специализации действуют только для этой специализации, даже если способность доступна нескольким. Здесь мы хотим обозначить ожидания. Чтобы оставить эти изменения в силе, за исключением крайних случаев, мы не будем вносить дополнительные коррективы до окончания нашего следующего теста рейдов. Общие изменения. Эффекты периодического урона, то есть доты, больше не будут преждевременно спадать, если применяется эффект, продлевающий их длительность. Рыцари смерти. Кровь. Базовое время восстановления вспышка болезни для рыцарей крови было снижено до 30 секунд. Ранее было 60. Это новинка. Комментарий разработчиков. Хотя рыцари крови и так сильны в начале дополнения, так что баф может показаться странным. Но это не про рейды. Это чтобы в инстах между пулами не было ощущения, что ты без мобов как без рук, когда не можешь их притащить с собой дальше и обновить доты. Лед. Урон, наносимый воющим ветром по целям вокруг основной, увеличен до 65% от нанесенного. Ранее было 50%. Это откат патча 5.2. Наконец-то Blizzard подумали и о ДК. Не такой уж сильный реворк, как я предполагала, но думаю, это не конец. Возможно, что-то буду делать еще с Фрост ДК, так как они в уроне значительно проигрывают анхоликам. Друид. Баланс. Урон древний увеличен на 9,1% в соответствии с изменениями формы совы. Это новинка. Медведи. Облик медведя теперь увеличивает весь наносимый урон на 5%. Это новое. Blizzard активно взялись за усиление сов, и я считаю это хорошо, потому что за прошедшие ПТРы рейдов я не видела ни одной совы, так как они на дне ДПС. Однако совы хороши в АОЕ фарме и заработке голды. Также мы видим, что ведется работа с медведями. Думаю, 5% прибавка к урону в форме медведя не сильно поможет, чтобы их начали брать в рейд. Охотник. Выживание. Урон разрывного выстрела уменьшен на 7%. Это откат патча 5.4. Комментарий разработчиков. В патче 5.4 было несколько бафов этой способности. Мы откатываем один из них, чтобы посмотреть на результат. Мы ожидаем небольшое снижение урона, часть которого будет компенсирована, когда звериный натиск будет корректно появляться на цели. Ну, наконец-то, нерв хантов, который некоторые просили в комментариях к прошлому видео. Однако не уверена, что этот нерв сильно их ослабит. Монах, ткач туманов. Исцеление восстановлением сил уменьшено на 15%. После прошлого бафа это составляет 22% от исходного состояния. Это частичный откат патча 5.5.0. Паладин. Свет. Печать прозрения теперь корректно восстанавливает базовую ману. Было от общего запаса. У нас исправили баг. Это восстановление работает только для холипалов. Тоже исправление бага. Восстановление увеличено до 6% базовой маны, ранее было 4%, это новиночка. Стоимость удара воина света для холипалов снижена на 20%, теперь это 12% базовой маны, ранее было 15%, это тоже новинка. Комментарий разработчиков. Хотя восстановление маны работало некорректно, нам понравился эффект, поэтому мы исправили ошибку, но при этом усилили восстановление и снизили стоимость удара воина света. Аура благочестия, применяемая холипалом, теперь снижает весь получаемый урон на 20%, ранее снижала только магический. Примечание разработчиков. Изменение делает ауру полезной в большем числе ситуаций и ставит ее в один ряд с другими защитными способностями, например, слово «сила барьер» УДЦ. Blizzard поработали и над холи-паладинами, пофиксили баги из прошлых изменений, а также дали ауре благочестия снижать весь урон, и не только магический. Очень полезный рейд-сейв. Кстати, мне он напоминает рейд-сейв от Протопала.
Жрец послушания. Эффективность исцеления божественное покровительство увеличена на 12,5%. Теперь это 90%. Ранее было 80%. Частичный откат к 5.5.0. Свет. Исцеление от божественного гимна уменьшено на 35%. Новинка. Чакра святилища усиливает АОЕ исцеление на 35%. Ранее было только 25%. Это новое. Чакра безмятежность усиливает одиночное исцеление на 35%. Тоже новое. Время восстановления чакры снижено до 10 секунд. Ранее было 30, это новинка. Слово света безмятежность увеличено на 40%. Исцеление от слова света святилища увеличено на 60%. Стоимость маны слова света святилища снижена на 33%. Теперь стоит 2,5% базовой маны. Искусность отблеск света теперь исцеляет каждую секунду. Ранее было только раз в 3 секунды. Примечание разработчиков. Изначально это было предусмотрено в Mists of Pandaria, но из-за проблем с задержкой было изменено на 3 секунды. Мы собираемся опробовать это, чтобы увидеть, работает ли это с современными технологиями так, как задумывалось. Божественный гимн теперь исцеляет до 50 целей, независимо от размера рейда. Примечание разработчиков. Раньше в выбор цели попадали питомцы, что мешало. Вместо того, чтобы исключать питомцев, мы теперь позволяем способности исцелять всех. Этот спелл с КД в 3 минуты раньше проигрывал другим хилам в исцелении. Тьма. Урон в секунду от слова тьмы боль увеличен на 18%. Это откат патча 5.4. По престам. Небольшой ап УДЦ и огромная работа над холли-престами. Думаю, вы все видели, что холли-престы были на дне ХПС, по крайней мере, так гласит сайт WoW-TBC, основываясь на логах пираток и старой работе спеллов. Но теперь, наверное, холли-приз заиграют по-новому в рейдах. Blizzard также решили, что дать плюс 5% к урону у ШП слишком мало и дали нам ап нашей доты. Если честно, не такое уж и большое изменение у ШП. Я сходила в рейд, и там ШП либо не умел играть, либо они реально настолько слабые и нуждаются в апах. Чернокнижник, колдовство, урон от порчи увеличен на 33%, урон от огонь увеличен на 18% и увеличение урона от блуждающего духа теперь плюс 40%. Демонология, урон от рока увеличен на 33%. Комментарий разработчиков. Демоны сейчас, ближе к началу игры, очень близки к дестрикам, и увеличенный урон от рока поможет им дамажить сильнее. Ой-ой-ой-ой-ой, тут вообще афлики ликуют, им апнули доты. Я считаю, Blizzard правильно сделали, так как пока я сидела на бете, не видела ни одного демона или афлика в рейде, одни дестрики. В поздних патчах афликов сильно нерфили, так как они наносили неприлично много урона. Теперь же Blizzard одумались, откатили изменения, и мы заиграем по-новому. Если честно, я уже жду не дождусь новых тир-листов. А вы? Воин защита. Модификатор силы атаки от непроницаемого щита увеличен до 2.0. Ранее было 1.8. Откат к версии 5.2. Как итог, БДК и без того были топ-танками вместе с монахами, так еще и будут лучше себя чувствовать в инстах за счет снижения КД на болезни. Blizzard продолжает тапать классы и спеки, которыми никто не играл, а если играли, то по фану. Совы, холли-престы, медведи. Немного нерфанули хантов, дали огромный буст для афликов, а также пытаются вытащить своими апами ШП из помойки. К чему привела их работа, будет видно на новом тестировании, которое будет доступно уже перед припатчем 27 июня. Делитесь своим мнением по поводу новых обновлений в комментариях, а также не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился. С вами была Верисали, и со мной рейдить легко. Подписывайся.